Первая ошибка в подтягиваниях, из-за которой нет прогресса, это игнорирование техники выполнения, которую можно улучшать до бесконечности. Как это отслеживать и контролировать? Думаю, у каждого из нас есть смартфон с самой простой камерой, через которую вам нужно периодически, пару раз в неделю, снимать свои подходы на видео и пересматривать, сравнивать и стремиться к идеалу. В общем, делать какую-то работу над ошибками. В зависимости от ваших целей и техника будет разная. Например, если вы тренируетесь на прирост мышц, то в нижней точке оставляйте небольшой запас в локтях и не разгибайте их полностью, чтобы сохранить мышечное напряжение. При движении вверх тут два основных разветвления. Сгорбленная спина и тянемся подбородком, если качаем руки, или прогнутая спина и тянемся к груди, если качаем спину. По хвату тут не так принципиально. Главное не браться сильно широко, тем самым сокращая амплитуду, ведь многие думают, что чем шире беремся, тем больше вовлекается спина. А это не совсем так. Второй пример, если вы тренируетесь на малоповторный диапазон на 1-6 повторений и добавляете отягощение на пояс. То есть такая силовая тренировка будет в технике с полным выпрямлением рук, и вверху главное дотянуться подбородком, исключая рывки. В начале подтягивания, чтобы стартануть с весом с нижней точки, нужно развивать взрывную силу. Тут помогут выполнение высоких подтягиваний без веса, или с резинкой, или с маленьким весом до 5 кг. И делаем такие высокие подтягивания без инерции, потому что резко стартанув, можно повредить плечи, поэтому хорошо разминайтесь. Третий пример техники, если цель многоповторка, и вы хотите увеличить количество раз с собственным весом, либо же с отягощением. Если речь про соревнования, то там будут засчитываться, когда руки в локтях выпрямляем полностью. Но вот на тренировках так выпрямлять локти регулярно не очень безопасно для суставов. Потому что постоянно делая такое большое число повторений, выпрямляя руки, со временем можно заработать себе какое-то воспаление суставов или хроническую травму. Чередуйте такие тренировки, когда вы делаете с полным распределением локтей и когда немного оставляете запас. Для многоповторки важно научиться по технике выполнения переключать нагрузку со спины на руки и наоборот, чтобы сделать больше раз. То есть несколько повторений мы делаем на спину, прогибаясь назад, отводя локти в стороны. А далее мы устаем и переключаем нагрузку на руки, сгорбливая спину и локти перед собой. В многоповторке допускаются читерства, небольшие рывки на последних повторениях. Как вы поняли, по технике очень много нюансов. А мы движемся дальше, ко второй ошибке в подтягиваниях. Кстати, если вы хотите обсудить и решить свой вопрос по тренировкам, я предложу вам присоединиться в наш чат атлетов между более 5000 спортсменов в телеграм-канале. Там же вы найдете и мои статьи с разбором полезных тем в тренировках, и различные дополнения к видео. Все ссылки в закрепленном комментарии или жми кнопку в углу экрана. Вторая ошибка в подтягиваниях – это делать все подходы на максимум. Это наиболее часто встречается в моей тренерской практике, когда люди обращаются, у которых не растут подтягивания из-за вот таких вот перегрузок. Иногда такой метод может работать, когда вы подтягиваетесь мало, до 5-8 повторений, и то нестабильно. А еще чаще можете сделать 2-4 раза. В таком случае мышцы хорошо отреагируют на максимальную нагрузку в каждом подходе, но дальше уже нужна какая-то система нагрузки. В идеале делать за тренировку один подход в отказ на максимум, то есть когда вы не можете выполнить уже ни разу, и остальные подходы с запасом в 1-3 повторения. Эту границу можно почувствовать только с опытом, когда же стоит остановиться. Таких околоотказных подходов делаем мы в зависимости от вашего уровня подготовки и целей. Может быть 3, может быть и 7. Тут нужно индивидуально смотреть. Но есть случаи, когда максимальное число повторов в каждом подходе будет давать хороший результат. Это если тренировки и подтягивания мы делаем с достаточно большим интервалом, промежутком отдыха между тренировками в 7-10 дней. Так вы точно успеете восстановиться. Но, как правило, лучше все же делать подтягивания не в отказ и чаще, через 2-4 дня. Почему-то в головах людей засел стереотип про регулярные тренировки в отказ. Мол, результат будет быстрее и лучше. Но на практике мы так перегружаемся, и результат обратный от ожидаемого. Третья ошибка – это слишком часто тренироваться с резинкой для подтягиваний или в гравитроне. К этому приходят те, кто не умеет подтягиваться или делают очень мало раз. Да, с одной стороны, это облегчает нагрузку и нужные мышцы приучаются напрягаться.
Но минус в том, что возникает привыкание, и стресс для мышц не повышается. Хоть и в гравитроне можно регулировать нагрузку, но можно так и полгода прозаниматься в гравитроне и так и не научиться подтягиваться ни разу. К тому же гравитрон фиксирует ноги, и вы их полностью расслабляете. Нет свободного виса, так как при подтягивании. И когда вы повиснете на настоящем турнике, то ощущения будут не те. Лучше гравитрона будет напарник, который подталкивает вас под спину. Тут и помощь идет равномерная в нужных точках подтягиваний, и свободный вис будет соблюдаться. Если нет напарника, то резинка уже лучше, она имитирует свободный вис. Минус такой резинки в том, что это неравномерная нагрузка, точнее помощь. В начале движения она помогает больше, чем в конце, но плюс фитнес-резинки в том, что с ней можно тренироваться и тогда, когда вы подтягиваетесь даже достаточно много, 25, 30 и более раз. Резина поможет отработать технику подтягивания и пробить застой в максимальном количестве раз. И также провести легкую восстановительную тренировку с резинкой будет полезным, с облегченной нагрузкой. Четвертая ошибка – это игнорировать дополнительную подкачку отстающих мышц, которые работают в подтягиваниях. Это дополнительные тренировки мышц спины. Очень редко проблема может быть в бицепсе. Про спину я делал отдельное предыдущее большое видео. Можно использовать облегченные упражнения, австралийские подтягивания, а также тягу гантелей в наклоне. Кстати, мой стаж силовых тренировок с 2011 года. Напишите мне в личные сообщения за помощью с индивидуальными программами тренировок и питания. Читайте десятки довольных отзывов на моем сайте и жмите кнопку в верхнем углу экрана. Также за символическую поддержку донатом на удобную вам сумму я отправлю вам свою книгу. Там ошибки в тренировках, рацион питания и большой материал по увеличению подтягиваний. Ссылки я оставлю в закрепленном комментарии под видео или жми кнопку в углу экрана. Пятая ошибка – это имея, казалось бы, уже крепкие мышцы, когда силы подтянуться еще есть в руках и спине, но хват не выдерживает, пальцы отпускают. Игнорирование использования магнезии и отдельных тренировок хвата могут стать причиной ступора в подтягиваниях. По укреплению хвата тоже есть ряд видео на моем канале. Из упражнений это и вис на полотенце, и подтягивания в таком виде, и накручивание рукоятки с весом, у кого есть возможность, и, конечно же, использование расширителей хвата. Дополнительно нужные мышцы можно тренировать как в день с подтягиваниями, после них, так и в отдельные дни, но рассчитывайте восстановление, чтобы вы успевали отдыхать, если нагрузка на одинаковые мышцы. Шестая ошибка – это однообразие нагрузки в подтягиваниях. Например, когда вы используете одинаковые хваты, типы тренировок, одинаковые веса, объем нагрузки, амплитуду, не делайте статику, статодинамику и другие приемы, чтобы пробить застой. Часто такая история, что человек привык подтягиваться 3 подхода по 10 раз, к примеру, и постоянно так делает, не меняя ни подходы, ни вес, ни хваты. Это определенно ведет к застою нагрузки. Иногда полезно подтягиваться в частичной амплитуде или в другой скорости, в которой вы не привыкли, менять темп выполнения, хват, и вы всегда должны ставить мини-цель на конкретную тренировку и понимать, как вы будете прогрессировать дальше, за счет чего. Увеличение веса, либо же сложность упражнения, либо же количество. И не гонитесь за всем сразу, выберите что-то одно. Какие самые частые ошибки вы замечали у себя в подтягиваниях? И что бы вы добавили в этот список? Делитесь в комментариях. И переходите к просмотру других видео на канале.